Вот такая вот реальность в центральной части Антверпена, недалеко от библиотеки Пермаке. Это район, центральный центр. Кошмар, если честно. Такой красивейший город все больше и больше превращается в мусорник. И в центре, говорят, здесь жить уже вообще невозможно, потому что населяет все больше и больше совершенно другая как бы культура эту часть. И численность растет просто неимоверными динамика роста населения этой культуры просто цифры просто шокирующие, насколько они растут. Посмотрите, какой вход в дом, в квартиру, не знаю, как назвать. Может быть, это офис, я не знаю. Но похоже вроде бы как на дом, да? Очень атмосферно. У меня, если честно, очень часто такое ощущение в этом районе, что я нахожусь где-то в Египте. Вот честно вам говорю. Так, девочки, ну что, я уже дома. Как-то так сложилось, нечего было такого привлекательного вам за день сегодня снять. Интересного, привлекательного. Вот, поделилась то, что сегодня своими мыслями, впечатлениями поделилась. Сегодня была в таком районе, что не дай бог. И такой район, это центр, и он все расширяется, расширяется. И все, не хочу много говорить, но об этом здесь так много говорят, но не знаю, просто такое ощущение, что все это все равно делается целенаправленно. Для чего-то, для чего, поживем, увидим. Прошлый раз я вам так и не сказала, так и не поделилась своим мнением по поводу рубленых котлет, нового рецепта с кукурузой и сыром. Как видите, если это все лежит у меня снова, значит, что? Значит, понравилось. Мне очень-очень понравилось, и всем моим понравилось. Здесь две хорошие огромные филе, но резать их нужно, когда они подмороженные. Тогда все быстро-быстро, чик-чик-чик, и все. Посмотрите, я справилась буквально за 5 минут. Когда мягко, как начинаешь чикать. Ну, все как всегда. Майонез, немножко крахмала, ну, у меня мука, лук, луковица, соль, перец, яйцо. Вот сейчас добавлю, прям полную банку кукурузы добавлю, не буду уже жалеть.
И сыр добавлю. Девочки, это обалденно вкусно. Воняло, конечно, у меня, да, сутки или двое после этого, но как бы муж сказал, что он даже не наелся. Очень вкусно получилось, вот, поэтому решила повторить. Девочки, очень-очень вкусные, ну прям очень вкусные. Единственное, конечно, у меня в прошлый раз сутки, по-моему, или даже чуть больше. То есть я сделала вот этот фарш, и у меня где-то сутки стоял в холодильнике. То есть напитывался специями, ну, вообще разбухало, как бы само мясо пропитывалось. А сейчас я быстро раз-раз почикала, порезала, пожарила, потому что, ну, ничего дома нет. Ну, тоже неплохо, неплохо. Но мне кажется, те были как посочнее. Еще у меня майонеза было немного. Ну, вообще вкусно все равно. Смотрите, какие пушистые. Выбралась я наконец-то из дому. Сегодня суббота. Посмотрите, какая замечательная погода. Я сделала сегодня все свои важные дела и направляюсь, пытаюсь попасть туда, куда не попала, когда была забастовка. То есть хочу попасть в винтажный магазин. Вот. Не знаю, успею или не успею. Планировала выйти пораньше, не получилось пораньше. Валерий мой уехал в Польшу. Вот, поэтому я сегодня предоставлена сама себе. Марк поехал в тренажерный зал, Даша поехала вместе с ним. У Даши сегодня еще ее пригласили на день рождения. Вот. Так что вот такие вот дела у Марка. Я сегодня в обновках своих, так сказать, в джинсах, в этом лонгсливе. Вот смотрите, как он идеально подходит под мои кроссовки. У меня даже шопер. Мне просто нужно кое-куда зайти. Сейчас тут стекло такое выбросить там. Поэтому я с ним. Вот. И очень-очень удобно, комфортно, скажу вам. Может, это не очень выглядит там элегантно, знаете, все дела. Но зато мне очень удобно. И хотела, конечно, одеть сегодня что-то полегче. В итоге все равно ветерок прохладный. Хорошо, что я надела вот эту безрукавку. Хотя, ну, наверное, какой-то пальтишко короткое. Нет, пальтишко было бы жарко, но может быть какая-то ветровка. Ну, такая интересная. Не помешала бы, знаете, здесь. По поводу ветровок, вы знаете, я вот походила несколько раз вот, ну, типа на шопинг, поглазеть там что-то. Тенденция ветровки сейчас. Все однотипное. Почти, но я в сильно дорогих брендах таких не ходила. Я такой больше масс-маркет такой. Вот, но все однотипное. Вот это вот укороченное, вот эти, знаете, подогнутые, вот таким вот, я не знаю, как это называется, тюльпаном, или как вот это вниз подогнуто. Получается вот широкое, вот с таким вот подогнутым низом, но это вообще не всем идет, и они плюс-минус все одинаковые. И плюс еще перебор коричневого цвета. Вы знаете, я так неплохо к нему относилась, когда, ну, пошла тенденция, да, вот коричневый, бордовый, но сейчас прям, ну, прям не хочется, прям перебор, прям очень много коричневого. Там, где надо, там, где не надо. Вот все прям, ну прям чересчур. Мне кажется, никогда такого не было. Акцента на цвете, как вот с этим вот коричневым. Или это только так кажется. У меня, вы знаете, вот это есть моя ветровка, ну такая вот джинсовая, такая Calvin Klein. Вот, ну она больше не ветровка, даже не знаю, как ее рубашка. Не рубашка, курточка такая летняя, легкая, весенняя, я не знаю. Но вот она у меня уже сколько лет, я не знаю. И вроде бы как бы надоела, вроде бы хочется ее же все, про нее забыть. Но нет, я не могу про нее потому что она реально классика, она универсальная, она настолько стильная и крутая. Не знаю, вот уже сколько ей лет, наверное, 4, может быть, года или 3, не знаю. И мне кажется, еще можно столько носить, и ты всегда будешь, ну, выглядеть хорошо в ней, вот правда. А вот эти вот вещи, которыми наполняют рынок, я не знаю, вот такие прям, я просто не пойму, куда это все потом девается. Ну, это я не ходила по таким магазинам, по дорогим. Может быть, там что-то, в принципе, и найдешь, да. Поэтому, вы знаете, лучше я буду ходить вот в такой вот классических таких вещах. Вот как это, допустим, жилетка тоже, не знаю, сколько лет, 5, наверное. Да нет, 6, может быть, да.
И она тоже, видите, классика, и тоже накинул сверху, и тоже она под все подходит, и не выглядит такой кричащей, или какой-то безвкусной, или старомодной, потому что это классика. Вот поэтому я всегда отдаю при покупке больше таким цветам и вещам. Вот. А вот, конечно, в Массимо Дутти я взяла ту куртку еще в Украине коричневую, укороченную. Вот. Почему-то она мне понравилась, а сейчас я настолько что-то от этого коричневого устала, даже визуально, что я даже не хочу ее носить. То есть я ее поносила, и я прям уже насытилась. Может, ей стоит тоже полежать годик-два. Так что вот такие вот пироги. Девочки, расскажите, чему вы сейчас отдаете предпочтение. Вот прям интересно, на самом деле, каким цветам, каким моделям, что вы себе покупаете. Особенно, что вы считаете нужным и актуальным вот этой весной. Вот прям интересно послушать, чему бы вы отдали предпочтение. Я имею в виду цветовой гамме и, может, каким моделям. Вот прям интересно ваше мнение услышать по этому поводу. Слушайте, это кино, конечно. Именно тот магазин, который я собралась. Я уже на остановке трама, я уже посмотрела и увидела, что сегодня, завтра и послезавтра он будет закрыт. Вот так вот. Но ничего, я нашла. Мне чат GPT подсказал другой, поэтому я, недалеко от центра. В центре, скажем так. Поэтому я сейчас направляюсь туда. Как все на красный цвет ходят себе запросто. Единственное, что здесь почему-то прохладнее. Не пойму почему. Я прям, видите, прям застегнула. И хорошо, что я наделась именно так. Потому что у меня была идея надеть свитер просто сверху. Потому что в последнее время мне все время жарко. Вот так вот. Все идеально сейчас. Кстати, в этой части города я даже не помню, что я здесь была. Я думала, что мы с Валерием весь центр уже исходили. Ну нет, что-то я не припомню. Может, просто не помню. Здорово здесь. Вы знаете, здесь бренды именно бельгийские, нидерландские. Вот что-то такое. Не вот эти, которые, Масс-маркет, Зары, Бершки, все такое прочее. Здесь вот такое вот, я таких даже названий не знаю. Хотя здесь мы были, да, винтаж, вот здесь, American винтаж, здесь мы были. Но только заходили мы вот оттуда. Поэтому я и не узнала. Так, мне сюда. Немножко не туда свернула. Вот там мы с Валерой, вот там вот греческий ресторан очень вкусный. Я вспомнила это место. Просто мы шли немножко другой дорогой сюда. Не туда свернула, потому что я туда пошла. А там идут, разветвляется дорога. А мне нужно туда. Ну вот, Клустер Страт. Это где-то здесь. Так атмосферненько здесь. Скажите, какой контраст, да? Это часть города с тем, что я вам вчера показывала, хотя то тоже центр, но в другую сторону немножко от вокзала. Мило как. Да, здесь
здесь цены, конечно, дорогие. 108 евро, 118, 116, 88 крышка. Здесь, конечно, очень старые вещи, но цены, конечно, все больше 100 евро. Вот. Даже лампы настольные старые стоят около 200. Старая этажерка стоит 355 евро. Вот это вот. Вы поняли, да? 170 вот этот вот. Диван стоит, не знаю сколько. Ну, такой можно купить. Ну, нет, не думаю, что такой. Ну, вот видите, столик 185 евро. Ну, вот это, наверное, камень, я думаю. Не знаю. Почерк такой непонятный. Ну, в общем, зайдем сюда. Похоже, это улица вся именно. Боже, какая красота. Здесь очень красиво, правда. Боже, как атмосферно. Это вообще, конечно, это небо и земля. Ну, я считаю, что на это цены нормальные. Вот этот магазин, он очень интересный, очень. Там действительно классные вещи, которые притягивают взгляд. И там действительно есть за что отдать 200 с чем-то евро, и 300, и даже там кожаная мебель 600 с чем-то, ну, итальянская, вообще крутая такая. Ну, блин, ну, не снимешь, потому что там стоят люди, которые продают, которые этим занимаются, не знаю, наверное, владельцы магазина. И там не так много людей, и прям снимать. Хотя там не было показано, что перечеркнуто. Ну, я не знаю, я не решилась откровенно снимать, хотя очень много чего хотелось бы вам показать на самом деле. Ну вот так, девочки, походишь и начнешь разбираться, где антиквариат, где винтаж, а где просто секонд-хенд. На самом деле, конечно, энергетика у этих вещей вообще другая, стоимость вообще другая, качество и все остальное. Хотя бывает, вот этих магазинов дешевых Крин-Винкеле тоже попадаются там с посуды, попадаются, но смотря в каком районе, и очень быстро, понятное дело, знатоками перекупается и потом перепродается в таких дорогих магазинах. Ну, это однозначно. Вот Крин-Винкель, который в центре. И здесь, конечно, совсем другая атмосфера. Здесь, конечно, людей куда побольше. Но вероятность, приближенность к центру, найти что-то интересное, конечно, очень маленькая. Так, показываю, что вам купила. С интересного такого, ну, правда, ничего. Только вот такую вот штучку для вот этих вот приборов туда. Потому что, ну, как вы видели, у меня стояло, может, кто обратил внимание, может, кто и не обратил. Вот у меня стояла в вазе, в обычной вазе, прозрачной. Просто в такой, в прямоугольной стояла. А теперь, так как дома постоянно цветы, и мне эти вазы прозрачные, обычные, нравятся больше, чем там цветные какие-то рифленые. И все. Поэтому она постоянно занята. И вот
Приборы вот эти вот кухонные стоят вот этой, в принципе, в той, в которой они продавались. Но мне она не нравится, вот, потому что это кусок пластика, очень дешево, очень не симпатично. Вот поэтому я вот такую вот взяла. Думала такое же что-то прозрачное купить, но увидела вот это вот и подумала, почему нет? Почему нет? Интересно очень даже, смотрится черное. Собственно, это плетение какое-то, типа дерева. Дерево с деревом, очень даже симпатично, правильно? Правильно. Потом цветочки я вам только что показала. Зашла. Остались перед выходными два букета. Вот такие вот красные и белый букет остался. Но я выбрала красный. Хотя я очень люблю белые тюльпаны. Но почему-то захотелось красный. Потому что розы уже, к сожалению, все. Ну, конечно, пора бы. Пора. Они и так порадовали очень долго. Хотя вот смотрите, какая еще розочка. Еще довольно-таки вот. Смотрите, какая довольно-таки еще ничего. Вот это уже все, вот это точно все. Видите, они даже не успели раскрыться. Вот странно как-то. Что за розы? Показываю, что купила по продуктам. Купила вот такая ветчина. Смотрите, какая красивая, да? С какими-то вот, с чем-то там еще внутри. То ли с травкой, то ли не знаю с чем. В общем, захотелось такой. Рыбку взяла. Тоже хочется. Вот, вместо лавашей взяла вот эти вот тортильи к рыбке, между прочим. Так, потом взяла сегодня, так как Валерия нет, ничего не хочу готовить, вонять здесь взяла шницели. Вот уже готовые, они вкусные. Вот, поедим с Марком, картошечки отварим, там макарон, спагетти в принципе есть. Потом, так, 2 бутылки воды взяла. И что? И все. И молоко. И все. Вот такие вот покупки. Вот так вот я. Ну, зато прогулялась я великолепно. Вот, знаете, прям от души. Туда шла, куда хотела, заглядывала, куда хотела, себе снимала, фотографировала, сидела, смотрела на людей. В общем, отлично провела время, отлично, прям прекрасно. Потому что завтра я уже буду занята. Мне завтра ехать не близко. Вот пока туда, сюда, пока домой, знаете, уже, наверное, будет недогулик. Вот. Плюс еще завтра будет все закрыто, так уже нельзя будет зайти там какие-нибудь магазинчики, потому что большая часть, она завтра закрыта. Вот. Хотела сегодня еще приготовить блинчики с мясом, а потом подумала, что это же я не удержусь, это же я их наемся. И вот такая вот я эгоистка. Можно было бы Марку приготовить, но я понимаю, что я просто не удержусь и возьму их наемся. А мне сейчас нельзя, как бы, знаете, пока я пытаюсь на этот путь встать в нормальной жизни, вот, у меня сейчас нельзя такие соблазны, поэтому я вот думаю, вот эти шницели просто приготовлю с картошкой, и все. И этим мы сегодня обойдемся. Лучше посижу, помонтирую, чем возиться с блинами. Правильно? Правильно. Девочки, ну что, я перебрала розочки. Ну, посмотрите, мне так жалко было выкидывать их. Посмотрите, какие они хорошенькие. Ну, не знаю, ну, конечно, не первой свежести уже, но все равно отправлять на помойку жалко. Поэтому я вот перебрала, подрезала. И вот эти еще могут постоять, еще и порадовать запросто. Ну, рука не поднялась у меня. Вот. Сюда поставила. А это уже подготовила я водичку для тюльпана. Нравится мне, когда в доступе цветочки есть все время свеженькие, да еще и по таким ценам. Вот это вот 3,50 евро. Дешевле я, конечно, не находила здесь. 3,50 евро. Вот такой вот букет постоянно есть вот у нас в продаже. Ну, если, конечно, только праздник, прям канун большой, вот как был марта, 8 марта, я не знаю, как отмечают они здесь, не отмечают, но цветы разобрали. Цветов не было. Поэтому... А так есть все время разные розочки, тюльпаны. Вот. И плюс еще есть... Ой, ну какая красота. Какая красота, поглядите. Беспорядок, правда. Не обращайте внимания. Смотрите, какая красота только.
Ой-ой-ой, как можно не любить, скажите. Так, начистила картошки. Позвонил только что Валерочка, что он уже почти доехал. 50 километров. Боже, 1600 километров человек проехал. С 5 утра, где-то с полпятого он уехал. Так. Все, теперь потом шницели поджарю, и все. Там помидорчики есть, салатик, и будет хорошо. Марк захотел пюре. Я думала просто такое, ну, с масличком, средненькие кусочки. Он говорит, пюре давай. Делаем пюре. Молочко. Шницельки, гляньте, какие красивые. Золотистые. Панировка мне такая нравится. Вкусная картошка получилась. На удивление не сладкая. Вот, потому что в последнее время, не пойму, какой ни возьми, все сладкое. Вот еще перчик такой есть у нас, очень вкусный. В Lidl продается. Вот. Кто, может быть, не пробовал, девочки, возьмите. Вкусный очень, красный. Ой, девочки, у меня есть кайфули. На кухне беспорядок. Как все готовила, так все осталось. Ну, думаю, подождет. Я поужинала. Смотрю сейчас видосики. Вот. Где-то через полчасика, думаю, сама сяду, смонтирую вам на завтра видосик. Надеюсь, ничего не помешает. Вы только поглядите, какая я красная. Я сегодня нагулялась, несмотря на то, что было солнышко, было довольно-таки прохладно. Может быть, поэтому я отошла дома в тепле. Я включила немножко отопление, поужинала и, видите, почему-то покраснела. Видимо, от радости большой. Вот, хочу с вами попрощаться, поблагодарить вас за всех вас, за вашу активность, за ваши подписки, за ваши реакции. Спасибо девочкам, которые ставят, ну, хайпят. Там есть кнопочка хайпить, которые публикуют о моем канале, продвигают, всячески мне помогают. Девочки, обнимаю вас всех, спасибо вам огромное. Вот, за комментарии также спасибо. В общем, за любую активность, вот, на которую вы тратите свои силы, свое время. Вот, спасибо вам большое за нее. Кстати, у меня, может быть, для новеньких, у меня есть еще старый канал, там есть видео за 4 года, наверное, или, может быть, за 5 в жизни в Украине. Вот, но он как бы именно для спонсорства. Там, я не знаю, в каждой стране там по-разному YouTube выставляет расценки. Вот, оформив спонсорство, можно посмотреть мои старые видео. Ну, это так, для общего ознакомления, чтобы вы знали. Вот, никого не принуждаю, никого не заставляю. Боже упаси. Вот, всем вам пока-пока. Хорошего воскресенья, хорошего настроения, весны, солнышка и всего самого-самого прекрасного вам. До новых встреч!